Ну вот, когда план мы уже сделали, мы его можем перенести в AutoCAD. Делаем это вот так. Выделяем сам план, Ctrl-C, идем в AutoCAD и Ctrl-V. Вот так мы ставим картинку. Качество сейчас не имеет значения. Имеет значение то, чтобы мы как можно быстрее перенесли эти размеры в AutoCAD. Объясню почему. Потому что через неделю мы уже не поймем, вот эти 75 мм это ширина стены или расстояние до двери или ширина двери. В этом случае мы сильно отступили от законов черчения. Мы перечеркивали выносные линии, обмерочные линии, и это не совсем правильно. Поэтому этот чертеж мы можем использовать, пока у нас свежая память. Через неделю нам надо будет это перемерять заново. Второе. Не забываем, что мы всегда округляем. Если мы замерили, что расстояние от двери до стены 2 метра 61 сантиметр и 4 миллиметра, мы округляем или до 0, или до 5 миллиметров. То есть допуск у нас 5 миллиметров. Не делайте 4 метра и 12 миллиметров между стенами. Лучше тогда округляем до 4 метра 10 миллиметров или 4 метра. Сейчас, когда у нас это есть, начинаем чертить. И в этом случае можем выбрать любую точку в нашем чертеже. Например, вот этот уголок. И смотрим. Расстояние от угла до угла комнаты 1,14 м. И расстояние до этой стены 4 метра 1 сантиметр. Беру полилинию, ставлю точку и тяну налево 1140 мм и вниз 4010 мм. Все делаем в миллиметрах. От этой точки я уже не продолжаю следующий размер, потому что я не знаю размер до двери. Я приду к этому месту с другой стороны. Сейчас смотрим на окно. Отметим вот эти расстояния, где находится окно в проеме. То есть 34 сантиметра до окна, сама рама 6 сантиметров и подоконник еще 10 сантиметров. Полилиния 340 миллиметров. Чтобы линия была прямая, мы нажали F8. 60 миллиметров вверх это рама и 100 миллиметров это подоконник. Ничего, что мы тут не видим никакие точки. Когда мы будем ставить линии окна, то они сами привяжутся к этим точкам. Раз. И тут вторая. Можем проверить, выделив эту линию. Да, все правильно. Вот эти две точки, которые мы отметили. Вот эта линия обозначает толщину стены. Это уже наружная часть здания. И сейчас смотрим. Ширина окна 2,7 метра. То есть 2700 миллиметров. И закрываю окно. Дальше. Расстояние до стены 300 миллиметров. Расстояние до двери 730 миллиметров. И толщина стены 12 сантиметров. То есть от этого угла направо 300 миллиметров, вниз 730, направо 120 и назад 730. Сейчас смотрим. Следующее расстояние до окна 1,50 м и само окно 119. То есть сразу отмечаем 1500. Закрываем. И с этой точки 1190. Тоже показываю проем. Сейчас закончим гостиную. Ширина двери 68 сантиметров. От этой точки я отмечаю линию 680 миллиметров. И от этой точки провожу прямую линию. К этой
линии подойдет линия от этого угла. Удаляем лишнее. И смотрим, вот от этой стены мы можем налево ставить вот это расстояние 2,61 и 68. То есть отсюда 2610 миллиметров. Толщина стены тут будет такое же, как тут, 12 сантиметров. То есть иду вниз 120 и линия направо. Сейчас проем. Вот эту линию мы сразу удаляем, и тут будет проем. Ширина проема 680 миллиметров. Проводим линию 680, 120 вниз и линия сюда. Это уже стена коридора. Вот эту часть мы разворачиваем в эту сторону, и у нас получается стеночка. Сейчас закончим окно. Помним, что чтобы показать оконную раму, нам надо указать квадратик в начале и в конце. То есть, если ширина профиля 60 мм, то мы берем прямоугольник, ставим точку, кликаем кнопочку D, 60 Enter, 60 Enter, и у нас появляется квадратик. И за привязку ставим его в этот угол. И второй квадратик с другой стороны оконного проема. Сейчас вытягиваем эти две линии с помощью команды Stretch. И копируем вот это окно направо. Такое же окно будет на кухне, но это потом. Сейчас этот квадратик копируем налево и укоротим вот эти две линии. Сейчас толщина вот этой стены такая же будет и внизу. Находим вот эту точку, которую мы создали, когда чертили ширину двери. Тут чертим 120 мм и линия вниз. Насколько она идет вниз? Вот тут у нас размер 1,20 м, то есть 1200 мм. И линия направо до конца комнаты. То есть 1,09 м от угла оконного проема у нас начинается стена. Тут мы ставим точку и 1090 мм чертим. И линия до стены. Лишнее удаляем. Толщина стены 500 мм тут. И толщина этой стены тоже 500 мм. Но мы можем это еще раз проверить, замеряя выход на балкон. Копирую эту стену направо на 500 мм. Удаляем этот конец линии. Ширина балкона 800 мм плюс перила еще 80 мм. То есть от этой точки 880 мм, и тут закончится наша стена или угол здания. Удаляем все лишнее. Эту линию нам не надо. Она у нас обозначала дверь, но мы ее можем использовать, чтобы показать, в какую сторону открывается дверь в спальню. То есть сейчас разворачиваем ее вокруг своей оси с помощью команды Rotate и поворачиваем против часовой стрелки. То есть на клавиатуре пишем, например, 45 Enter. То есть угол будет 45 градусов. И так как дверь открывается в спальню, мы ее перемещаем в эту точку. Эти двери. 68. Та же самая ширина. Второй вариант, как мы можем показать дверь. Мы тянем линию в центр комнаты 680 мм и чертим круг от этой точки до
конца этой линии и удаляем лишние детали. И вот у нас получается дверь с углом открытия 90 градусов. Все толщины линий потом. Нам нужен вот этот размер, но я его не указал. В процессе работы всегда будут вопросы, с которыми надо будет возвращаться к объекту, снимать еще какие-то размеры. Это нормально. С каждым размером мы не бежим, делаем то, что мы можем сделать, и начинаем думать. Если толщина этой стены 12 сантиметров, то есть кирпич, ширина которого 10 сантиметров, плюс штукатурка с каждой стороны 1 сантиметр. Скорее всего, эта стена такая же, так как в квартире, в особенности в этой квартире, несущих стен нет. То есть мы можем допустить, что толщина этой стены 12 сантиметров. Потом мы это перепроверим. То есть вот эту стену я сейчас копирую налево на 120 миллиметров. И так как тут у нас угол, я соединяю вот эти две линии и удаляю лишнее. Смотрим на кухню. До окна 11 сантиметров. Ширина окна 1,12 м. Отступаю 110 миллиметров. Проем. И копирую вот эту линию налево на 1120 миллиметров. Укорачиваю вот эту линию. Эту как раз могу вытянуть подлиннее, так как это наружная стена. И эту линию разворачиваю в другую сторону. Но как далеко? До стены у нас 1,28 сантиметров. И тут ровно 3 метра до стены ванной. От этой точки я ставлю налево 1280 и вниз 3000 миллиметров. Тут линия уходит направо. Ее длина до двери 1,77 м. И толщина стены 75. То есть 1770 и вниз 75 миллиметров. Это тонкая стенка из регипса. Я не отметил вот это небольшое расстояние, но мы его можем высчитать, используя вот эти 800 миллиметров. Лишние линии мы убираем, чтобы у нас на одной линии не наслаивались несколько линий. Сейчас от этой стены у нас небольшой отступ 60 миллиметров и толщина 75 миллиметров. Как мы это показываем? Вот от этой точки я черчу 60, 75, 60 и переношу этот уголок сюда с помощью F8. Сейчас ширина коридора 800 миллиметров. Просто черчу линию 800 миллиметров, и это значит, что вот эта незамеренная часть меня даже не интересует, насколько она широка, она не пойдет дальше, чем вот эта стена. То есть я провожу этот отрезок и дальше линию отправляю вниз. Эту линию удаляю. Сама вот эта стена продолжается до несущей стены. Толщина вот этой стены 75 и глубина ванной комнаты 1,41 м. То есть эту стену я продолжаю сюда. Эту стену копирую на 75 миллиметров сюда. И 1,41 м от этой точки. Опять провожу вот эту линию. 1,41 м. И я вижу, что моя стена заканчивается вот тут. То есть не начинаем переживать, что эта стена не на одной линии с стеной кухни. Очевидно, в ванной и в туалете есть какие-то коммуникации, какие-то трубы, которые спрятаны за небольшой стеночкой. Мы понимаем, что канализационные трубы где-то они должны быть. Они не могут быть в несущей стене, они могут идти вдоль этой стены. То есть
Вот тут как раз мы имеем небольшой отступ от этой стены. 22 сантиметра. Как раз в этот промежуток помещаются все коммуникации. Ширина ванной 1,50 м. Вот эта стеночка 75 миллиметров. И ширина туалета 75,5. От этой точки 1,50 м. Регипсовая стена тут 75 миллиметров назад и 755 миллиметров. И вот тут заканчиваем туалет. И также вот эта стена уходит дальше, потому что это несущая стена всей квартиры. А это просто межкомнатные стеночки. Удаляем лишние линии. И вот эту линию. И, конечно, вот эти. Сейчас покажем двери. И начинаем от стены. 9 сантиметров тут, 60 сантиметров дверь, 22 сантиметра между дверьми и 60 сантиметров сама дверь. И делаем это вот так. Провожу просто линию и переношу наверх на 90 миллиметров. Потом копирую на 600 миллиметров. Копирую еще раз на 220 миллиметров. И копирую еще раз на 600 миллиметров. Или расстояние от этой точки до этой. И удаляю линии в проемах. И вот у нас появляются дверные проемы. Пока не ставим никакие размеры. Дальше. Расстояние от стенки туалета до наружной двери 1,79 сантиметров. То есть беру полилинию и ставлю точку. Направо 1,79 м и толщина стены 500 миллиметров. И вот тут уже начинается лестничная клетка. Вы также видите, что когда я ставил размеры, я не всюду ставил размеры в миллиметрах. Толщина стены у меня в миллиметрах, тут у меня сантиметры, тут опять 75 у меня миллиметры. То есть это все бегает. Это еще один аргумент, почему нам надо переносить вот эти размеры как можно быстрее в AutoCAD. Потому что пока мы это помним, потом будет уже поздно. Ширина двери 99 сантиметров. Отметим эти 99 сантиметров, хотя мы могли бы это округлить до метра. И как мы это будем показывать? Удаляю вот эту линию и черчу от этой точки линию, длина которой 99 сантиметров. Сейчас выделяю этот объект и, используя команду зеркала, разверну эту стену в другую сторону. Одним движением мы получили и дверь, которую мы можем открыть, например, 30 градусов. Но в этом случае, поворачивая по часовой стрелке, мы ставим минус. Минус 30 градусов. Так у нас выглядит дверь. И так как у нас две двери, то мы опять используем команду зеркала и разворачиваем дверь в эту сторону. И смотрим на чертеж. Продолжаем эту стену. То, что я не заметил, когда делал набросок, я не заметил, что тут колонна. Не заметил я ее, потому что тут находится гардеробный шкаф, и он как раз помещается в эту нишу. Он занимает примерно вот такое пространство. Когда я начал мерить это место, я, конечно, это заметил. И вот тут мы видим такие размеры. 34,5 сантиметра, сюда 19 сантиметров, и вот эта ниша 1,12 м. И сейчас будем это показывать. Линия с этой точки 345, 190 вниз и 1125 направо. И вот тут будет дверь в детскую. Эту линию я удаляю. Почему вот эта несущая стена тут становится тоньше, мы не знаем.
на лестничной клетке вот в этом месте находится стена. И я думаю, что это дает возможность сдвинуть эту стену. Нас это, по идее, не интересует. Мы чертим свою квартиру. Толщина вот этой стеночки 80 мм. Чтобы отделить вот эту линию от этих линий, мы всегда можем использовать инструмент Explode. И сейчас копирую вот эту линию направо на 80 мм. С этой точки продолжаем стену до наружной стены. Наружная стена будет одна для обоих помещений. То есть эту линию мы продолжаем до этой линии, эту линию тянем до балкона, ее длина будет такая же, как длина этой стены. То есть проводим линию и удаляем лишнее. Это тоже будет лишнее, но так как тут будет перила, мы ее оставим. Эту линию мы продолжаем до этой стены и удаляем вот эту линию. Ширина детской. Смотрим сюда. Эта стена у нас уже есть. От этого угла до стены 1,40 м. А вот до этого угла 83 сантиметра. То есть отсюда 830, наверх 140, 1400 и направо до стены. Эту укорачиваем. И сейчас смотрим. Небольшая ошибочка у нас появляется. Реально мы понимаем, что толщина стены одинаковая. Тут кирпич, он идет сюда. Кирпич тоньше быть не может. Его ширина 10 сантиметров, но с каждой стороны у нас еще есть штукатурка. То есть тут должно быть 12 сантиметров. Где-то, очевидно, есть ошибка. И это нормально. Что делать в этой ситуации? Когда будем на объекте, еще раз замерим расстояние в спальне между этими стенами и в детской между этими стенами. И поймем, это ошибка в комнате или, скажем, стена кривая. Тогда мы можем проверить расстояние между этими стенами тут и вот тут. И узнаем, может быть, эта стена стоит криво. Я еще допустил ошибку в этом месте. 2 метра 62 сантиметра и 2 миллиметра. А у нас тут было 2,61. То есть всю эту стену вместе с дверьми мы должны подвинуть направо. И это не так сложно, как кажется. Если нам надо что-то подвинуть, используем команду Stretch. Делаем это так. Выделяем те точки, которые мы должны передвинуть. Enter. Кликаем в любом месте. Тянем направо и пишем, сколько нам надо. Например, 12 мм. Enter. И проверяем опять вот это расстояние. Да, 2,61. Что я еще хочу посоветовать? Те места, где размеры не сходятся, отмечаем другим цветом. Потому что если мы это не сделаем, мы это можем забыть. Если такое место у нас одно, то мы не забудем, а если их несколько, то это возможно. Или ставим размер со знаком вопроса, или обозначаем другим цветом. Дверь в детскую. От угла 12 см, двери 68 см. Опять использую прямую линию, которую перемещаю вниз на 120 мм и потом копирую на 680 мм. Удаляю вот эти две линии. И чтобы показать дверь, я провожу тут линию и поворачиваю ее вокруг своей оси на 30 градусов. Пока я показываю разные техники, как мы можем показать открытую дверь. Но если вы выбираете, скажем, одну из них, то и используйте эту технику, чтобы не путать того, кто будет читать чертеж. В этом случае я вот эту дверь могу повернуть по часовой стрелке минус 60 градусов. Enter. И удалить эту линию. Тут у нас 3 метра 78 сантиметров. Проверяем. 3,80.
По идее, мы можем даже не идти и не замерять заново. Мы можем ставить размер от этой несущей стены. 3,78. Вот эта линия ровно совпадает с вот этой стеной в спальне. Все, что мы должны сделать с помощью команды Stretch, мы выделяем эти две точки и передвигаем их до этой линии. Эту линию удаляем. И то же самое тут. 4,61. Мерим. Тут 4,63. То есть опять вот эту дверь, по идее, надо подвинуть направо на 2 сантиметра. У нас ошибочка или тут, или толщина стены неправильная, или вот это расстояние за большое. Пока мы это не трогаем, отмечаем стеночку красной линией, перепроверим ее потом. Почему я это все показываю? Потому что в вашей работе тоже будут несколько моментов, где будет непонятно, в какую сторону двигать размеры. Пропускаем это или опираемся на несущие стены. Чертим окна. Расстояние, конечно, лучше смотреть от несущей стены. 62 сантиметра, 1,20 м само окно и 60 дверь на балкон. И тут опять провожу прямую линию, копирую ее наверх на 620 миллиметров, потом копирую на 1,20 м и еще раз копирую на 600 миллиметров и перемещаю вот это же самое окно. Кстати, я его могу сгруппировать. Выделяю окно и нажимаю Group. Сейчас это группа, и я ее могу копировать как один объект. Вот за этот уголок беру и перемещаю вот в этот уголок. И сейчас поворачиваю вокруг вот этой точки на 90 градусов по часовой стрелке. И вот это расстояние я дотягиваю до стены с помощью команды Stretch. Это плюс группы, мы ее можем трансформировать. И сейчас дверь на балкон. Пока провожу прямую линию, Rotate, разворачиваю вокруг оси на 30 градусов. Эта линия остается, потому что тут ступенька. А вот эту линию я могу удалить, потому что тут никакой ступеньки нет. Сейчас перила. Ширина перил 80 мм. Просто эту линию копирую налево на 80 мм. И удаляю лишнее. Что у нас еще остается? Покажем окно на кухне. Беру вот эти линии и копирую за вот эту точку. Сюда. Удаляю лишнее, чтобы линии не наслаивались друг на друга. И укорачиваю окно. Stretch. И вот эту точку сюда. Каких дверей у нас еще нет? Ванная и туалет и кухонная дверь. Сейчас мы даже не должны знать ширину этих дверей. Мы просто проводим прямые линии. Тут, тут и вот тут. И сейчас поворачиваю вокруг оси 30 градусов. Эту 30 градусов. И вот эту минус 30 градусов. Готово. Вот это уже можно назвать таким довольно точным наброском. Сейчас толстыми линиями показываем несущие стены. Толстая линия у нас будет 0,3 мм. И сразу перемещаем линию в правильный
слой. Правильный слой у нас будет стены. С помощью кисточки мы перекрашиваем все остальные несущие стены в эти свойства. То, что мы сейчас также захватываем межкомнатные стены, которые тонкие, не суть важно, потому что мы это еще исправим. Сейчас мы видим те стены, которые перекрасились в темный цвет, их надо будет подправить. Как мы это делаем? То есть мы их выделяем то, что не должно быть темное, и взрываем. Толщина стены не меняется, но сейчас у нас есть возможность с помощью кисточки перекрасить в толщину межкомнатных стен все вот эти линии. Сразу выбираем правильный слой – межкомнатные стены. Их толщина будет by layer, то есть тоненькая. И сейчас свойства этой стеночки мы переносим на все остальные межкомнатные стены, а также на те отрезки в несущих стенах, где мы видим окна. И пока все двери тоже находятся в этом же слою. Если это одна линия, а не состоящая из двух полилиний, то нам все-таки придется удалить некоторые из них и нарисовать их заново. Но ничего страшного, это не сложно. Чтобы сразу чертить в правильном слою, мы выбираем одну межкомнатную стену и нажимаем на Make Current. То есть мы определяем, что сейчас мы работаем в этом слою. И чертим линию тут, тут и вот тут. Конечно, в этом случае мы можем провести одну длинную линию, и это даже не будет видно. Но все-таки я советую ставить линии там, где надо. Эту взрываю еще раз и меняю свойства на наружную стену. Еще одна линия у нас появится вот тут. И вот тут будет толстая линия. Эту взрываю и копирую в эту сторону. Еще вот этот отрезок. Отрезаем и копируем. И вот эта часть, которую мне еще надо проверить, я меняю ее цвет на красный. И сейчас у нас все правильно по слоям. Межкомнатные стены у нас в слою межкомнатные стены, а несущие стены в слою стены. Сейчас переместим окна и двери тоже в правильные слои. Выделяем все двери и перемещаем в слой двери. И последнее, выделяем окна. И перемещаем в слой окна. Вот этот слой. AR – это архитектурные слои. Вы можете ставить какие символы хотите. И можем перепроверить. Вот это межкомнатные стены. И если где-то будет ошибка, то мы исправим ее потом. Еще обратите внимание на вот этот момент. Между несущими стенами и межкомнатными стенами не надо убирать линию. Это все-таки разные стены, и межкомнатные стены просто стыкуются к наружной стене. И вот эта стена у нас будет идти до вот этой несущей стены. Это мы, по идее, просто логически понимаем, что вот эта ниша предназначена для коммуникации. Сейчас сохраняем работу, и в следующем видео мы поговорим о размещении размеров в чертеже. Удачи!